И они хотят, чтобы я поверил, будто передо мной лучший подопытный для этого эксперимента. Результаты анализов меня не впечатляют, но противопоказаний действительно нет. Присядь, пока я просматриваю твои анкеты. Хочу лично познакомиться с тем, кто будет принимать участие в новом проекте. Ну, почему я не поговорю лично с тобой? Смело задавать такой вопрос предвестнику, но я спешу это настроить. И нет дела до того, что ты представляешь из себя лично. Все, с чем я хотел бы ознакомиться, подробно расписано в этих документах. К тому же, для того, чтобы составить твой психологический портрет, мне достаточно пробежаться глазами по анкете, которую ты заполнял помимо всего прочего. Пробежимся еще раз по твоим ответам. Это не было вопросом. Ты подтверждаешь, что отвечал на все вопросы честно и не скрыл никаких фактов, которые могли бы повлиять на ход эксперимента. Хорошо. Подтверждаешь ли ты, что твое участие в эксперименте исключительно добровольное, и тебя никто не принуждал к согласию? У вас таких оказалось не слишком много, но поступок достойный. Хоть для чего-то такой материал наконец сгодится. Что? Хочешь сказать, что это не так? Много ли ты успел сделать полезного до этого момента, уважаемый? Я вижу. Конечно, ты не обязан достигать каких-то высот к определенному возрасту. Это и отличает нас с тобой в первую очередь. Не власть, не титул, не происхождение. Стремление вперед, намерение сорвать звезды и достичь того, чего не достигало человечество. Для тебя такие вещи кажутся бессмысленными, да? Для меня же они важная составляющая жизненного цикла. Без стремления выше, без желания вознестись и испытать собственные границы возможного, я не вижу смысла в жизни любого существа. Наша жизнь не поле боя? Я тебя умоляю. Мы каждый день сражаемся с собой, своими желаниями, страхами, пристрастиями. Те, кто не сражается, терпит поражение. Я же выбираю победу над человечностью и бренностью. О да, дружок, каждому свое. Поэтому ты инструмент, сырье для опыта, а я тот, кто этот опыт контролирует. Нечестно то, что я все еще позволяю тебе так фамильярно с собой разговаривать. Считаю это надбавкой за вредность. Ты еще сидишь? Я и так потерял кучу времени, отвечая на твои идиотские вопросы. Вперед. По коридору прямо и направо. Я иду следом за тобой. Недоверие. Мальчик, у меня нет ни малейшего повода доверять тебе, пока ты находишься в этих стенах. Каждая лампа здесь стоит столько, что тебе придется дважды клонировать себя и продать на опыты, чтобы покрыть долг, если ты случайно разобьешь ее. Вперед! Чем больше ты пытаешься оттянуть начало эксперимента, тем сильнее будешь бояться. Поверь мне. Да, бояться в твоем положении действительно нормально.
Ты участвуешь в подобном первый раз, не представляешь, в какой части Снежной находишься, и не знаешь, что тебя ждет. Но я могу заверить тебя. Эксперимент не угрожает ни твоему здоровью, ни твоей жизни. Я и мой персонал заинтересованы в том, чтобы по завершению ты остался невредим. Это успокаивает? Удивительно. Но неплохо. Мы пришли. Да, мы с тобой одни тут. Персонал не участвует в опыте. Они заняты тем, что будут фиксировать и документировать происходящее на своих мониторах. Естественно, эксперимент будет записываться. Но я имел в виду те мониторы, которые регистрируют состояние твоего организма. Это гораздо важнее, чем твои трепыхания на пленке. Я думаю, что ты будешь много дергаться. Возможно, даже кричать. Больно не будет. По крайней мере, этот эксперимент не подразумевает выработку большого количества кортизола. Сегодня нам нужен твой эндорфин. Зачем? Присядь-ка. Да, сюда. Положи руку на подушку. Без разницы, левую или правую, делай, что я сказал. Не дергайся. Я знаю, что эта инъекция не такая болезненная, как ты морщишься. Посиди спокойно. Твой организм введен реагент, превращающий часть твоей крови в катализатор, проводящий элементальную энергию. Любую, которую можно ухватить из пространства. Никакой зависимости от глазопорчи, никакого ограничения на количество управляемых элементов. Частично так. Технически, отчасти ты сам представляешь из себя глазпорчу. Вернее, будешь представлять, если выживешь. Тихо. Сядь. Я сказал, что твоей жизни ничего не угрожает. Но в том случае, если ты будешь безоговорочно подчиняться моим приказам. Так что будь добр, закрой свой рот и слушай меня внимательно. Для того, чтобы твой организм принял и ассимилировал ДНК мертвых архонтов, необходим мощный выброс эндорфина. Искусственный гормон не подойдет. Нужна естественная выработка. Привозить тебе клоунов в лабораторию я также не намерен, как и кормить сладким на убой. Есть лишь один метод, осуществимый в лабораторных условиях и позволяющий быть предельно честным с испытуемым. О, у тебя уже поднимается давление. Хорошо. Какой метод? Я искусственно простимулирую тебя для получения оргазма. Что-то не так? Если бы у меня был выбор, умереть или кончить пару раз, чтобы успешно провести эксперимент, вероятно влияющий на будущий прогресс Снежной, я бы точно выбрал второе. Может и пару, может и тройку. Показатели на мониторах подскажут мне, когда остановиться. Тебе становится жарко? Хорошо. Тогда у тебя точно нет времени на споры. Раздевайся и пройди к креслу под лампой. Естественно, полностью. Где вас таких набирают?